Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вместе со мной проходите этот нелегкий путь. В этом трудном жизненном пути к выздоровлению мне порой казалось, что моя жизнь вот-вот оборвется, но благодаря вам и Богу я сейчас могу жить. Илья оканчивал 4-й курс университета. Ему оставалось написать дипломную работу и пройти практику. В январе Илья почувствовал себя не очень хорошо. Недомогание было похоже на обычную простуду. Лечился как всегда. Но в этот раз болезнь вынудила обратиться в Полоцкую поликлинику. Через 5 дней ему сообщили, что в анализе крови обнаружено 73% бластных клеток, а это означает, что у парня рак. Илью экстренно госпитализировали в Витебский онкодиспансер с диагнозом рак крови. Острый миелоидный лейкоз – агрессивная форма, которая стремительно развивалась. В больнице Илья прошел курс химиотерапии, на фоне которой лейкоциты упали почти до нуля, и ко всем бедам присоединилось заражение ковидом. И он его поборол. Но настолько ослаб, что начались другие проблемы. Появились острые боли в кишечнике, которые не купировались даже самыми мощными обезболивающими. И лишь со временем выяснилось, что у парня гнойный перитонит. И вновь операция. Хирурги удалили половину кишечника, а после этого провели еще 3 чистки. Но инфекция уже распространилась по организму. Развился сепсис. Илью были вынуждены вводить в медикаментозную кому. Весь этот путь ему довелось пройти всего лишь за 2 месяца от появления первых симптомов. Разновидность данного типа рака крови встречается намного реже других. Для его лечения необходим минимум 4-кратный курс интенсивной химиотерапии, пересадка костного мозга с последующим восстановлением до 2 лет. Но дома ему помочь ничем не могли. Илья так хотел жить, что справился и с сепсисом, и с вирусами, и с перитонитом. Выдержал 5 операций. Но впереди была самая тяжелая битва. А подходящих лекарств и пересадку костного мозга в местной больнице предложить так и не смогли. Шанс на спасение дала клиника в Германии. Там пациенты с таким диагнозом получали необходимые препараты, и терапия в целом показывала хорошие результаты. Но лечение там стоит крайне дорого. Илье выслали предварительный чек суммой в 300 тысяч евро. Семья обратилась за помощью ко всем неравнодушным, и к сбору активно присоединялись пользователи соцсетей, друзья и знакомые, организовывались концерты и благотворительные акции. И необходимую сумму удалось собрать. Илья отправился в немецкую клинику, где ему сделали пересадку, а затем он успел пройти 3 химиотерапии. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня 3-й день химиотерапии. После 2 дней чувствую себя нормально. Каждый раз перед процедурой мне меряют давление и температуру. Вчера и сегодня она немного повышенная, это 37,4, но в целом чувствую себя нормально. Анализы подтверждали эффективность лечения. Раковых клеток становилось все меньше, Илья чувствовал себя вполне нормально. Но после 3-й химии катастрофически резко упали лейкоциты, и снова сепсис, и в этот раз с инфекцией не успели справиться никакие антибиотики. Илья сгорел за 3 дня, его не стало 28 февраля 2023 года. Милый, добрый, заботливый Илья очень хотел жить, боролся изо всех сил, но, увы, болезнь победила. На его странице в социальной сети он навсегда останется жив, для всех, кто его помнит и любит. Илья очень тяжело это принимал. Он практически не разговаривал, то есть он ушел в себя. Спрашивал меня часто, говорит, мы же это перенесем. Я говорю, конечно, мы все сможем. Главное верить и надеяться.